Козы очень любят поглодать еловые ветки. Мани, 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 мани. Мани, 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 мани. Мани, 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 мани. Куры утром снесли 2 яичка. Забирать я их пока не буду. Вечером сразу же соберу все 5 штук. Друзья, всем огромный привет! Сегодня 18 января, завтра крещение. Сегодня мы с Катей, как обычно, занимаемся делами по хозяйству, а ночью поедем в церковь набирать святую воду. Я сейчас управляюсь, накормил коз, кур и осталось накормить поросят.
Давай, Муренка, иди ко мне. Опа. Все, ссадил Муренку. Облазила уже все крыши здесь. Между досок не пролазит. Посмотрите, какую тропинку натоптали крысы. Бегают. Это вот буквально за ночь они сегодня набегали. Бегут в панике от Муренки. Я на них ставлю вот такие капканы на ночь, когда кошка дома закрыта, чтобы она, не дай бог, не попала в этот капкан. Все, и крысы периодически попадают. Вывести их не удается полностью. Тут все равно у нас хозяйство, и они так или иначе присутствуют. Бывает нашествие их много, бывает немного. Вот такая тропинка. Они тут всю ночь ее топтали, наверное. О, и Муренка пришла. Под бочкой у нас находится скважина, из которой мы берем воду, чтобы варить кашу поросятам. Вот этот вот длинный шланг протягивается к кормокухне, устанавливается, и там набирается вода в печку, в которой варится каша. Этот шланг идет из бани. Подключаем его к скважине. Так вот, подсоединяем. И включаем насос, который качает воду. Темный пойдет.
Хорошо. Так, держи огурчик. Тебе покрепче? Нет. Хоть. Я надеюсь, нам хватит этого тазика под гнилушки. Ну, должно хватить. Тут уже засечка более-менее. Что там впереди? Так, давай сейчас смотри. Эту сетку я к тебе переставлю. Сюда будем хороший складывать. Вот так вот поставим. Да. Так, вот сюда. Такой прям где-то. Сейчас сидим, перебираем лук. Закончили уже вторую сетку. Так, не осталось. Все, ну тут вот одна гнилушка. Потому что уже середина зимы, самое время это сделать. Если это не сделать преждевременно, то вот эти вот гнилые луковицы, они будут заражать здоровые луковицы, и те будут гнить в 2 раза быстрее. Ну вот целый тазик у нас получился с 2 сеток. Мы набрали гнилых не так много. И то, что луковицы, вот, например, которые полностью сгнили, их можно определить как удобрение на огород. А те, которые подгнили слегка, они пойдут на корм поросятам. Можно варить с ними кашу. Так что все пойдет в дело в любом случае. Так, ну вот у нас тут тоже тазик получился шелухи и немножко гнилушек. Ну там, я бы не сказал, что много. Может штук 15 вышло с 2 сеток, может 20 где-то. Так, здесь еще 2 луковицы оставили на ближайшее время изрезать. Катя говорит, они подозрительные. Уже надо их. Так, все. Налет черный появился. И сейчас будем этот лук уже пересыпать обратно в сетки. Мы его немножко пошелушили. Тут не вылазит. Так, давай сейчас тут очищу.
Итого у нас получилось 2 тазика с шелухой, 2 тазика с хорошим луком, вот так вот даже с бугром. Вот один тазик и 2 сетки. 2 сетки это один полный тазик с бугром. Из 2 сеток лука мы насчитали 18 порченных луковиц, и у Кати там еще 5 под вопросом. Ну, это мы вырежем, на еду используем. В ближайшее время. Вот такие запасы у нас на зиму, на весну. И также у нас еще 3 сетки на посадку. Мелко. Руки черные. Черенок для ледоруба у меня уже готов. Осталось его только закрепить на саморез. Саморез у меня с пресс-шайбой. Я их всегда использую на черенки, закрепляю. Что для лопат, что для вил. Так, ну все, теперь он точно никуда не денется. Прошелся я ножичком, наждачкой. Здесь вот подтесал, где насаживается сам ледоруб. И в принципе все готово. В лес я пока не ходил, больше черенков не делал. У меня еще на лопате сломался один. Вторая лопата у меня есть, пока работаю ей. Сейчас тут сразу же выкручу саморезы. Вот и все. Так, саморезики надо прибрать, их не потерять. В ближайшее время планирую сходить до леса, сделать еще новых черенков, заготовить разных
для ледоруба у меня получается из сосны сделан. И на нее будут нагрузки только вот такие. То есть надо будет ударять, она это выдержит. Для лопаты лучше использовать, например, елку или березу. Потому что там будут уже нагрузки боковые. Нужно будет так вот на изгиб брать. Поэтому сосна может не выдержать. Лучше использовать либо елку, либо березу. Так, а здесь у меня дровишки в печку появились. Сейчас надо тут прибраться. Наливаем молочко. Добавляем дрожжи. И столовую ложку сахара. Перемешиваем.
Мы сегодня с Катей накрываем праздничный стол. Я сейчас занимаюсь приготовлением деликатеса. Это мясные языки отварные. Я подготовил 3 языка. Сейчас их будем отваривать в печи. Перекладываем их в чугунок. Варить их нужно будет около 4 часов. Рецепт очень простой. Добавляем туда перец горошком. Вот так достаточно будет. Лавровый лист. Положим 2 листика. Языки должны скрываться в воде. И посолим 1 чайную ложку. И ставим в печь. Дрова в печи прогорели. Остались одни головешки. Сейчас самый хороший жар для того, чтобы поставить томиться мясо. Угли сгребаем в загнету. И в противоположный угол ставим чугунок. Надо будет все равно посматривать. Жару много, может и немножечко даже убежать, закипеть. Вот сюда поставим. Вкладываем фарш. Ну как ты, Катя, сегодня выспалась бодрячком? Да ничего, нормально. Ну, поспала бы еще, конечно. Мы сегодня ночью были на службе, легли уже поздно, точнее даже сказать рано утром. Набрали святой воды 2 банки, одну побегали, одну себе. И вот сегодня с утра уже готовим. Катя, рассказывай, что ты сегодня готовишь. Ну, я сегодня готовлю картофельную запеканку. Сейчас уже обжарила лук, добавила фарш. Вот его. Здесь варится картошечка. Здесь отваривается картошка. Поставила сдобное сладкое тесто на пирог сладкий. Сделаю компот из ягод. Ну, еще ты отвариваешь языки. Тесто поднимается. Растет понемногу.
Сейчас будем ставить в печь запеканку. Но сначала проверим, что там с языками. Варятся они у нас уже 2,5 часа. Хорошо томятся. Ну, еще где-то 1,5 часа им нужно постоять. Так, ставим обратно. Жар в печи хороший. Так, достаем запеканку. Смотри, она как поднялась. Пшеничка поджарилась сверху. Зарумянилась. Так, языки-то уж тоже можно, наверное, доставать. Может, и хватит уж. Все, мне кажется. Ну, все, конечно, проварились. Мне осталось постряпать 2 сладких пирога. Это будет пирог с карамельками и пирог с джемом. Наше тесто выстоялось. Так. Оно получилось таким мягоньким. Вот так вот разделяем на 2 части. Так. У меня здесь 2 формы. Наливаю масло. Пирог с джемом я буду джем мазать просто сверху. Но это после выпекания основы. А пирог с конфетками я буду делать не дружной семейкой, а просто натыкивать сверху. Кстати, у меня многие спрашивали насчет дружной семейки, какие конфеты я использую. Использую я обычные конфеты карамельные с мягкой начинкой. И они очень хорошо расплавляются внутри пирога. Так вот. Просто берем и натыкиваем конфетки. Тыкаем конфетки поглубже. Можно в форме разных рисунков. Я сделаю в форме снежинки. Так вот. Погуще. Раньше, ребята, крещенские-то морозы, так не дай бог, ведь какие были. А нынче какие-то крещенские морозы, нынче ведь оттепель.
Это что-то невероятное стоит. На улице-то минус 3 градуса всего. Так вот, это раньше говорили, ну, крещенские морозы надвигаются. О, как холодно было, я помню. А теперь вообще тепло. Рождественские морозы, ну там маленечко по температура-то пониже была. Так, кому запеканочки? Так, давай, Катя. А я, Никита, вот буду вареники из квашеной капусты. Я очень люблю из квашеной капусты пельмени. Твое любимое блюдо? Да, и пироги из квашеной капусты вообще люблю. Народу вообще мало было. Мало? Угу. Ну вот от силы, наверное, ну человек может 20-30. Это вместе вот что приходили, уходили, воду набирали. Самые смелые. Так, не знаю, обычно там, ну, заходишь полная церковь, Ну, всем. теперь видишь. Но все-таки. А Это- все равно едут, набирают воду. Да, за святой водой люди идут. Святая вода, она ведь очень хорошо. Ну, мы Да. поехали еще поздно, мы поехали уже где-то ближе к часу. А служба, она в 11 начинается. Может, основная эта масса людей была вот в 11. Но мы решили немножко попозже как бы уехать. Чтобы народу поменьше было, приехали, там вообще пусто, можно сказать. Я помню, у нас мама чистила одну зиму проруби. Вы знаете, как это, вот такой мороз, как застывали. И утром чистят, и вечером чистят. И проруби обсаживали елками, чтобы не заметало снегом. И разметали около прорубей все метелками. А потом стали платить тому, кто чистит прорубь. Ну, по рублю, я помню, платили за месяц. Вот, например, одна семья рубль платит, другая рубль. Ну, может, человек семей 15 носит из этой проруби уже 15 рублей. Это ведь в то время деньги были не маленькие. Ну, как халтура своего А рода вот, получается. ну, не то, что халтура, но необходимость. Мгм. А потом ведь люди, живущие, деревня стоит на берегу реки, полощут и белье, и летом полоскали, и осенью, и зимой. Все на реке. Я почему не назвала весну? Потому что весной в реке вода была грязная. Туда стекали ручьи, речки текли. И ходили тогда полоскать белье на речки, которые текут из леса. Там вода была чистая. И полоскали белье. Я сама вот до 70 лет, раз жила в деревне до 70 лет, и я все время полоскала белье на реке. И зимой наполощешь его, не выжимаешь, кладешь его в ванну, в санки, такое домой принесешь, занесешь его в баню или в дом, оно отойдет, отжимаешь на улицу, потом оно вымерзает, потом его заносишь домой. Это такая работа тяжелая, вот это было. А потом вот... Сейчас машинки. А раньше, А, чтобы да, постираться, это ой, целая ой. история. Эта проблема была большая. А Работа на что? целый день. На целый день. А потом ты еще выстираешь все это, да его надо просушивать зимой. Да потом еще гладить. Это бесконечная работа. Летом-то еще оно высохнет. Летом на речке, конечно, хорошо. Все делали на речке. Мы вот раньше же тоже, когда у тебя гостили, приезжали на плотиках, мы половики шоркали. Да. Помню, люди сепараторы там мыли постоянно, и вот вся эта молочная вода, там столько рыбы было, вот эта верховка. Очень-очень. Там прямо тучи ее были. Этой верховки, да. Да, вот мы все время на реке мыли тоже сепаратор, посуду, разложим на полянке, сохнет. А квашни были, в которых вот мама заводила тесто. Но не я одна, тут тоже соседские, это были ведь дети. И мы поставим квашню, в нее пескарей наберется. Раз поднимешь квашне рыба,
А то придумаешь бродить эту рыбу. Ну, в общем, я скажу, что хотя жизнь была и трудновата, и тяжеловата, но веселая. И я бы вот из всех этапов моей жизни я больше всего ценю детство. Это самая хорошая пора. Теперь самое вкусное – это Катина стряпня, Катины пироги. Сегодня получились пышные. Пышное тесто, Конфетами. Катя. У тебя и хлеб этот очень хороший. Мне на крещение пришел подарок от нашей зрительницы из Латвии Светланы Акимовой. Давайте раскроем и посмотрим. Какой красивый мешок. Украшения. Написано для очков бабе Гале. Да ты что? Так, да, бабушки Гали. Вот, баба Галя. Красивая вязочка сейчас у тебя будет. Ой, спасибо большое. Катя, какое украшение, это серьги. Да, это серьги Ой, ручной работы. так вы сразу примерите, ребята. Ну как? Как раз тебе под цвет глаз. Глаза потемнее, сережки посветлее. Это такой бирюзовый цвет получается. Мне нравится такой Цвет цвет. Я морской люблю. волны. Красиво, Катя. Сейчас Кате надо платье по цвету подходящее. Я думаю, что можно белое или бежевое какое-нибудь платье хорошо. Светленько. Да. Светлана, большое спасибо вам за ваши подарки. Они для нас очень дороги, потому что они сделаны своими руками. Спасибо, Света. Дай Бог тебе здоровья, счастья, благополучия, успехов в твоем творчестве. Еще раз большое спасибо. Обычно на Рождество, на Крещение стоят сильные морозы, по минус 30 градусов, но в этом году зима теплая, всего минус 3 градуса. Мы вот сейчас вышли на улицу, стоим на таком замечательном фоне. У нас тут и Муренка сидит. На плече у меня. Сегодня вроде печку немного потопили, а раз тепло на улице, то и дома жарко. Да. Сейчас вот вышли, Муренка тоже вышла с нами. Ну а мы вас, друзья, хотим поздравить с этим замечательным светлым праздником, с Крещением Господним, пожелать вам мира, добра, любви, семейного благополучия и всего самого наилучшего. И чтобы ваши мечты сбывались. Я присоединяюсь к Никитиным словам. Сегодня, кстати, ну не полнолуние, но почти полная луна. И небо хмурое, тучи плывут, облака. Ну, Муренка от нас вообще никуда. Мы на улицу, она за нами. Мы в дом, она с нами. Сейчас он Кате на голову прилегла. Я на улице что-нибудь делаю, там снег убираю или вообще хоть что, все. Она на меня сразу же запрыгивает по несколько раз. Все, Её она к себе саживаешь. захотела уже. Прыгай. Оп. Вот так вот. Даже жалко все это убирать. Такая красота. Марёна. Мне в этом году очень понравилось, как мы нарядили можжевельник. Надо будет все эти гирлянды подписать, где какая гирлянда, и чтобы на следующий год уже не путаться, знать, где что украшать, какую гирлянду куда весить. Ну а мы, друзья, с вами будем прощаться. Всем до скорого. Пока. Пока-пока. Ну иди ко мне, иди. Ой, иди. Вот так вот. Тебя посидела на крыше, теперь у меня обратно.